Добрый день. Пару месяцев назад в этом видео я открыл вам тайну, что не все плееры умеют работать в настоящем TVLED режиме, а всегда сами обрабатывают Dolby Vision. Но случайно открылась еще большая тайна, о которой, видимо, никто не догадывался. Началось с того, что был вопрос в чате Dune. Что будет, если проиграть на Dune Real Vision Dolby Vision в пятом профиле, когда в настройках плеера отключен вывод Dolby Vision? Я решил поэкспериментировать еще и с другими плеерами в режиме, когда на плеере ничего не трогаем, но сам телевизор не умеет показывать Dolby Vision. То есть ему нет поддержки Dolby Vision вообще. И тут я смог увидеть то, что перевернуло мой взгляд на Dolby Vision и Fake TV LED плееры. Давайте начнем. Для начала покажу Dune. Я отключил в настройках Dolby Vision, но сам телевизор, точнее его EDIT, который я загрузил в HD Fury, имеет поддержку Dolby Vision. Это EDIT LG C2. Запускаем файл в пятом профиле. У него нет HDR слоя, поэтому тут лишь два варианта. Неверные цвета, либо правильные цвета. Итак, EDIT LG C2, Dolby Vision отключен. Но телевизор с поддержкой Dolby Vision. Запускаем пятый профиль. Смотрим на цвета. Цвета правильные. Изображение будет как HDR. Но обратите внимание, PQ500. RPU обрабатывается. Видим тон маппинг. Теперь выводим в восьмом профиле. Соответственно, там есть HDR слой. Файл запустился в режиме HDR. Как видим, внизу PQ 4000 нит, то есть чистый HDR, RPU, соответственно, не обрабатывается. Ну, в принципе, логично, как и должно быть. Правильный режим работы. Теперь возвращаем назад поддержку Dolby Vision в LLDV. Видим, изображение стало 444 в 8 бит. То есть почему-то включилось ограничение HDMI 1.4 пропускной способности. Заходим и смотрим. Пятый профиль. Изображение, обратите внимание, изображение вводится как 422 12 бит Dolby Vision. Хотя телевизор у нас сейчас без поддержки Dolby Vision вообще. Тон маппинг есть, RPU обрабатывается. Но вот как поведет себя телевизор, когда к нему поступает Dolby Vision, а он не Dolby Vision, вопрос. Так, теперь профиль 8. Тоже выводится в Dolby Vision. Так, теперь давайте переключим на Automix. Это EDIT автоматически с удаленным Dolby Vision. Запускаем. То же самое выводится усиленно Dolby Vision. Так, пятый профиль. Так, давайте вернем EDIT от Samsung. И переключимся на следующий плеер. Fire TV Stick 4K старой версии. С поддержкой CM 2.9. Делаем тест. Как видите, Dolby Vision не поддерживается. Поддерживается HDR10 и HLG. Включаем плеер. Да, кстати, обратите внимание, выводится 444 10 бит при 4К. То есть определяется EDIT и биты определяются правильно. Так, первым запускаем P5. Запустилась HDR, но RPU не обрабатывается, он его просто преобразует. Так, а вот восьмой профиль. А вот восьмой профиль выводится уже с PQ 0, обратите внимание. Но тоже HDR. Так, а соответственно RPU не обрабатывается вообще. То есть мы видим просто HDR. Но
Неправильный HDR. Давайте еще на Wednesday, на всякий пожарный. Это тоже 5-й профиль. Нет, цвета выводит верно, но будет в режиме HDR, и PQ он определил правильно, 1000 нит. Он взял его, кстати, из описания Dolby Vision слоя. Dolby Vision EPU, потому что в самом тут HDR слоя нету. Переключаемся на Shield. Как видите, Dolby Vision нет. Есть только HDR. Запускаем. Да, включен на Shield режим LLDV. Запускаем P5. Изображение неправильное. Соответственно, RPU, естественно, будет тоже не обрабатываться. И, соответственно, для 8-го профиля будет, скорее всего, вводиться HDR. Да, HDR, PQ 4000, без никакой обработки. Тримы никакие, естественно, из RPU не обрабатываются. С шилдом вопрос закрыт. Hamatic Box. Dolby Vision не активен. Запускаем P5. Изображение правильное. PQ 4000. Все хорошо, как и должно быть. RPU, скорее всего, обрабатываться не будет. Да, RPU не обрабатывается. Ведет себя так же, как и Fire TV Stick. Да, L2 Trim. PQ 4000. Соответственно, обработки RPU нет. Выводится чистый HDR. Так, с ним все понятно. Приступаем к последнему из участников. Это Fire TV Stick 4K Max. Смотрим, что все у нас честно. Dolby Vision не поддерживается. Хорошо. Проверяем здесь. На всякий пожарный. Dolby Vision включен в плеере. Но телевизор у нас без поддержки Dolby Vision. Запускаем P5 RPU. Цвета правильные. Обратите внимание, выводит с PQ 1000 нит. Все остальные плееры с CM 2.9 выводили с PQ 4000 нит, которая прописана в RPU. Соответственно, что мы видим? Мы видим, что производится тон маппинг под 1000 нит. Видимо, такое PQ указано в EDIT этого телевизора. Вполне возможно. Итак, P5 отрабатывает. L2 Trim в P8. Тоже PQ 1000. 10 бит HDR. Все как положено, но мы видим, что обрабатывается RPU. Цвета правильные. Давайте еще на Wednesday, на всякий пожарный. Да, PQ 1000, все хорошо. Изображение, естественно, с правильными цветами. Далее я сделал захват для Fire TV Max с EDIT с поддержкой Dolby Vision и MDL 1000 нит. И второй захват для EDIT Q9 FN. Я решил проверить, что будет с яркостью. Как мы помним, в этом фильме, в этом месте должно быть больше 3000 нит пиковых. Как видим, разницы нет. Тон маппинг производится и правильно, и под 1000 нит. Я думаю, многие, кто смотрит тот же Samsung и имеет Fire TV Max, даже не догадываются, что на самом деле они уже давно смотрят не HDR, а Dolby Vision версию фильма. И тон маппинг делает не их телевизор, а плеер.
Кстати, единственная возможность увидеть настоящий HDR на Fire TV Max и Fire TV Cube третьего поколения — это либо использовать плеер, который не умеет Dolby Vision, либо в настройках плеера отключить этот самый Dolby Vision. Тогда вы сможете получить чистый HDR без тон-маппинга. Но здесь мы получаем Dolby Vision без лишних телодвижений на любом HDR телевизоре на устройстве за $50. Согласитесь, интересно. Какой вывод? Если у вас телевизор без поддержки Dolby Vision, а сегодня это, наверное, только владельцы телевизоров Samsung, потому что даже самые дешевые китайские телевизоры уже с Dolby Vision, вы можете прикоснуться к прекрасному, всего лишь купив дешевый Fire TV Stick Max 2021 года или более новой версии. Главное, должна быть поддержка 7.4.0 и Fake Silhouette режим вывода. И вы получите тон-маппинг, достаточно верный. Особенно если ваш телевизор имеет не очень хороший процессинг для тон-маппинга. Пожалуй, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мой телеграм-чат или мою тему на AWS форум.